Вспыльчивые, агрессивные, но невероятно сплоченные животные, которые способны дать отпор самым свирепым хищникам. Кроме того, чувство голода нередко пробуждает в них охотничьи инстинкты, и под удар попадают как пернатые, так и копытные соседи. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герои сегодняшнего выпуска – умные, находчивые, а порой неожиданно кровожадные павианы. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Павианы – род приматов, в котором обычно выделяют 5 видов. Несмотря на различия в размерах и весе, все они похожи внешне. Покрытое густой шерстью подвижное тело оканчивается длинным хвостом, а вытянутая морда скрывает мощные челюсти с невероятно крупными клыками, достигающими порой 5-сантиметровой отметки. Эти животные встречаются на территории большей части Африки и даже на Аравийском полуострове. Павианы живут группами, насчитывающими до 400 особей. У маленьких семейств один альфа-самец, но у крупного клана довольно сложная система рангов и несколько вожаков. Хотя обычно приматы живут в мире, при малейших разногласиях главарь готов жестоко наказывать нарушителей, а при нападении агрессивно настроенных конкурентов вожак может использовать малышей в качестве живого щита, ведь противник не рискнет вступить в драку, если есть вероятность нанести вред детенышу. Подобные методы кажутся жестокими, но они помогают без лишней крови поддерживать порядок в стае. Типичной пищей павианов становятся листья, коренья, побеги и другая растительная пища. Но считать этих животных вегетарианцами – большая ошибка. Приматы и антилопы часто скитаются бок о бок. В этом нет ничего удивительного, ведь рацион и тех, и других включает в себя траву. Кроме того, их даже можно назвать союзниками, ведь в случае опасности тревожные возгласы могут спасти жизнь ближайшим соседям. Но одной травой сыт не будешь, и порой желание свежего мяса толкает приматов на отчаянные поступки. Когда детеныши копытных особенно уязвимы, травоядный превращается в хищника. Не выдавая своих намерений, он с безразличным видом прогуливается возле потенциальной добычи. Но в один момент прогулка оборачивается погоней. Конечно, даже детеныши антилопы обладают невероятной прытью, и догнать их становится непосильной задачей. Но часто внезапность делает свое дело, и попавший в чужие руки теленок уже не вернется к матери. В разгар лета восточноафриканская рифтовая долина становится прибежищем для миллионов фламинго. Большинство местных павианов спокойно относится к этому нашествию, а кто-то вообще видит таких птиц впервые. Но самые сообразительные и отчаянные быстро делают выбор между фруктами и мясным деликатесом. Набирая скорость, охотник шумно приземляется в водоем, моментально сея панику среди его многочисленных обитателей. В подобной суматохе у павиана более чем достаточно времени, чтобы выбрать подходящую цель и осуществить свою коварную затею. Даже если пернатым мишеням удалось вовремя покинуть опасную зону, нахождение в воздухе еще не гарантирует безопасность, ведь рефлексы павиана позволяют моментально оценить ситуацию и вернуть на землю улетающую птицу. Во время засухи запасы воды становятся на вес золота, и бабуинам, как и другим животным, приходится искать хоть малейшую возможность утолить жажду. Конечно, есть и более простой способ напиться, но все местные водоемы таят смертельную опасность. Крокодилы – одни из самых страшных хищников для большинства местных обитателей, и павианы в их числе. Поэтому поход к водоему может обернуться настоящей трагедией. Внезапная атака подводного монстра дополняется хваткой мощнейших челюстей, усыпанных множеством зубов, а значит, шансов вырваться практически нет.
но отважные члены семьи всегда готовы прийти на помощь. Несмотря на огромные клыки, приматам вряд ли удастся пробить прочную костяную броню рептилии, но они самоотверженно нападают на противника, и в итоге ему приходится бросить добычу. К сожалению, даже моментальная ответная реакция не позволяет спасти малыша. В разгар сухого сезона и без того не самые дружелюбные павианы становятся в разы агрессивнее. Под горячую руку попадают даже матери с детенышами. За драгоценную воду разворачиваются настоящие сражения, а отбившиеся телята имеют повышенные шансы стать жертвой. Пока яростные самцы выясняют, кому же достанется свежая добыча, бородавочник не упускает своего шанса. Без воды животные обречены, и они вынуждены искать источники, даже когда кругом под толщей грязи скрываются сотни рептилий. Один неверный шаг, и капкан закрывается. Попытки помочь не имеют успеха, однако в такую жару охотничьи приемы крокодила отходят на второй план. Поэтому даже попавшей в ловушку самке отчаянными рывками удается вырвать победу в борьбе за собственную жизнь. Жизнь среди хищников далеко не беззаботна, ведь большую ее часть павианы проводят на земле. Однако стайные животные не самая легкая добыча, ведь десятки глаз постоянно наблюдают за местностью, в случае опасности поднимая тревогу. Если приматы чувствуют свое превосходство над противником, они не упустят шанс проявить агрессию, поэтому даже самые искусные охотники вынуждены спасаться бегством. На защиту семейства выдвигаются молодые боеспособные самцы, которые держат строй и организованно выступают против незваного гостя. Даже в одиночку павиан способен обратить в бегство львицу, ведь она явно ожидала другой реакции на свое присутствие. Но агрессивный нрав и огромные зубы – очень эффективное средство от посторонних. Но все же хищники представляют серьезную опасность, которая в разы возрастает с наступлением темноты. Поэтому, чтобы не стать добычей, сообразительные павианы находят спасение в самых недоступных местах. Даже если для их достижения приходится, рискуя жизнью, карабкаться по отвесным скалам. Несмотря на изнурительную жару, засухи и обилие хищников, развитый интеллект, высокая продолжительность жизни и действенные методы защиты позволили павианам прочно закрепиться в саваннах Африки, и сегодня популяции большинства видов процветают. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!